5 критериев, что мужчина относится к тебе несерьезно и держит тебя про запас. Мы сегодня обсудим ситуацию, о которой меня часто спрашивают подписчицы, как понять в начале отношений, что вот мужчина относится к тебе серьезно, или как понять, что он относится несерьезно. Потому что вот, когда женщина начинает встречаться с мужчиной, как правило, вначале много вот эмоций, страстей, гормонов, знаете, вот каких-то ярких таких вот эмоциональных переживаний, но вот непонятно, поведение мужчины, оно скорее говорит о том, что он относится к ней легкомысленно, или поведение мужчины говорит о том, что это отношение серьезное. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр-психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений, и сегодня мы с вами разберем 5 критериев, как же понять женщине в начале отношений, что мужчина относится к ней несерьезно. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. Первый критерий — это мужчина очень красиво говорит, но ничего не реализует. То есть он умеет обещать, но не умеет исполнять. В его словах очень много вот этих потом, когда-нибудь, позже, сейчас ничего не происходит. Если ты понимаешь, что там, ну скажем, за 3 месяца ваших отношений вот эти его какие-то обещания не начинают реализовываться, то значит, что он просто обещает, кормит тебя завтраками. Ты у него не в приоритете, ты у него в ожидании. Такой вот, знаете, как запасной аэродром. Ну, предположим, такая вот ситуация, там вспыхнул роман, и женщина понимает, что мужчина, он, скажем, там женат, а он женщине говорит: послушай, у нас с женой вообще уже ничего нет, мы с ней там не спим там десятилетиями, мы с ней вообще не разговариваем, все плохо. И вот я тебя встретил, ты тот человек, которого я искал всю жизнь, и я ради тебя с женой, конечно же, разведусь, мы с ней поговорим, но только вот на следующей неделе, потому. И вот происходит уже 3 месяца, и вы живете вот в таком постоянном состоянии, что он вот-вот, я решу эти вопросы с предыдущими своими отношениями, и мы с тобой заживем. Но при этом вот пока просто вот встречаетесь, он вас просто как бы использует. Второй критерий, что мужчина держит тебя про запас, это если он как-то пропадает и появляется совершенно внезапно. То есть вот он пропадает там на неделе, а потом вдруг появляется и общается с тобой как ни в чем не бывало. Как будто бы вот этого вот с этой паузы не было. Он всю неделю не спрашивает, как у тебя дела, вообще тобой не интересуется, и потом может ночью вдруг написать: привет, спишь? Там, или, скажем, в пятницу вечером, когда пора гулять: привет, давай я к тебе сейчас заеду. Такой мужчина не строит отношения, он поддерживает связь, чтобы не терять контроль. То есть он как бы держит тебя на крючке, вот так время от времени к тебе что-то там пишет, время от времени с тобой встречается, чтобы был такой вот запасной аэродром. Чем он занимается все остальное время, вообще неизвестно. Может быть, у него есть другие женщины, а может быть, в принципе, он занимается какой-то своей жизнью, но просто ему серьезные такие отношения с женщиной не нужны. Третий критерий, что мужчина относится к женщине несерьезно, это он избегает разговоров о будущем. Если женщина спрашивает о том, что же с нами будет, что же будет дальше, мужчина либо отшучивается, либо как-то становится угрюмым, либо там переводит тему разговора. А почему так происходит? Потому что когда женщина нравится мужчине, у мужчины начинает формироваться эмоциональная привязанность. Это означает, что мужчина в свой жизненный сценарий включает эту женщину. Даже если пока непонятно, как там дальше будут развиваться события, мужчина эту женщину, он как бы ее держит в голове. И если она его спрашивает, а что будет дальше с нами, он просто как бы заглядывает в этот внутренний умозрительный планировщик, смотрит на свое какое-то предполагаемое будущее, там есть эта женщина, он говорит: ну вот мы, наверное, будем как-то так жить или так, или я вот этого вот хочу. То есть он как-то какие-то планы продуцирует и поддерживает. Если мужчина относится к этой женщине как к такому временному, какому-то эпизодическому гостю в своей истории, то естественно, что когда женщина задает вопросы, что будет дальше с нами, мужчина как бы ее в своем сценарии не видит, и ему нечего ответить. Его такие вопросы раздражают, напрягают, он старается всячески их избегать. Четвертый критерий того, что мужчина относится к тебе несерьезно, это если ты чувствуешь эмоциональную неопределенность. Он то теплый, то холодный, то что он говорит, понятно, то у него какие-то такие высказывания, что ты начинаешь что-то там накручивать. В такой ситуации женщина может задаваться вопросами: может, я что-то не так делаю, может, я что-то не понимаю, может, проблема во мне. А на самом деле мужчина просто таким образом держит дистанцию. Он такой своей эмоциональной нестабильностью старается, с одной стороны, не терять контроль, с другой стороны, не сокращать дистанцию. Так, чтобы женщина была вот просто так, чтобы можно было ее использовать, но при этом не сближаться. Если ты чувствуешь эмоциональную неопределенность, то надо понимать, что вообще, по сути, это тревога. Тревога — это эмоция, которая является ощущением такой неясной надвигающейся угрозы, а это не то чувство, которое должно быть вообще в отношениях. Пятый критерий того, что мужчина относится к женщине несерьезно, это если отношения похожи, знаете, на такую идеально распланированную работу, такие идеально распланированные бизнес-отношения. Когда общение только по расписанию, по каким-то дням, только по определенным условиям. Предположим, можно переписываться, звонить нельзя, и разговаривать можно только, когда мы видимся, потому что у мужчины там какие-то есть обстоятельства. Бывает, что женщина, особенно если мужчина вроде как нравится, она так вот в эмоциях находится, она думает: ну ладно, я потерплю, наверное, сейчас такой какой-то у него период. Может, завал на работе, там, не знаю, болеет ребенок, еще какие-то там обстоятельства. Поэтому, если вы понимаете, что мужчине эти отношения удобны, а вам они неудобны,
Вот он свой распорядок установил, а вам он не подходит, и вы не можете договориться с ним, у вас нет пространства диалога, чтобы вы могли как-то передоговориться, сказать, что послушай, я хочу, чтобы мы как-то чаще с тобой общались или общались в другом формате, то это означает, что мужчина просто держит вас на расстоянии, у него есть место для вас, в которое он вас вот вставил, и это не отношения, мужчина просто вас использует. Очень важно, когда ты находишься в отношениях, при том, что ты, конечно, в эти отношения погружаешься, очень много внимания уделяешь другому человеку, им интересуешься. Вот важно все-таки держать фокус внимания на себе. Понимать, что с тобой происходит, какой у тебя эмоциональный фон, как изменилось качество твоей жизни во время этих отношений. И важно еще, знаете, не терять вот это вот чувство времени. То есть, если прошло 3 месяца, как вы в отношениях, и ты в целом чувствуешь себя как-то более тревожнее, более как-то, не знаю, там беспокоишься, стало хуже спать, возможно, тебе говорят, что ты немножко хуже выглядишь. Если ты чувствуешь, что вот качество твоей жизни в целом, оно как-то вот изменилось, но не в лучшую сторону, были какие-то яркие моменты, но в целом как бы очень много каких-то вещей, которые тебе не нравятся, то вот на это нужно обращать внимание. Потому что, пытаясь разгадать, что же там говорит человек, с которым ты вообще-то не совсем в контакте, можно просто забыть о себе, забыть о том, что с тобой происходит. Если ты понимаешь, что ты сейчас находишься в таких отношениях, где у тебя есть сомнения, что мужчина относится к тебе искренне, и тебе сложно с этим разобраться, потому что мы сами к себе предвзяты, нам сложно иногда себя со стороны как-то рассмотреть. Можешь записаться ко мне на консультацию, у меня под видео есть ссылки на мои соцсети. Пишешь там личное сообщение, мы с тобой договариваемся и работаем. Также напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас был свой опыт, когда вот вы находились в отношениях с мужчиной, вот он вел себя как-то непонятно, у вас было много сомнений, и как вы потом вот эти сомнения разрулили, на что вы обращали внимание, как вы нашли опору. Я вам буду благодарен, если вы поделитесь своим опытом. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, также подпишитесь на канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.